Всем привет! Сегодня мы поговорим про первый шаг в столярке, а именно про выбор досок при покупке. Сначала я вам расскажу про саму древесину. При работе с древесиной очень важно различать виды пород древесины. Они есть двух типов – хвойные и лиственные. К хвойным породам относятся такие виды деревьев, как сосна, лиственница, ель или кедр. Давайте поговорим про сосну. Такая доска, сосна, как вы видите. Сосна самое часто используемое дерево. Она прочная, легкая, удобна в обработке. Также из-за высокого содержания смолы она очень стойка к гниению. И вот тут ее и минус, так как она забивает диски, ножи фуганков, фрезы смолой. Также она плохо красится, так как поднимает ворс. Как я считаю, единственный вид финишного покрытия это, наверное, масла. Честно я вам скажу, я от сосны уже устал. Вся моя мастерская, конечно, сделана из сосны. Вот, этот верстак сделан из сосны. Шкафчики, столы, лестница. Все это сделано из сосны. Далее у нас лиственница. К сожалению, лиственницу я не нашел, но у меня оказалась вот такая вот картина, которую я делал, когда мы с отцом строили дом. Я нашел резцы по дереву старые и попробовал вырезать из лиственницы, как вы видите, неудачно. Тут есть много кривых деталей. Но это, наверное, мой первый опыт столярки. И, конечно же, последний опыт в резьбе по дереву. Ладно, заканчиваем с ностальгией. Лиственница тяжелее сосны. Годичные кольца у нее расположены гораздо плотнее. И, как вы видите, ее толком не коробит. Вот этой картине уже 25 лет. То есть у нее вот возьмем сейчас линейку. Как вы видите, хотя эта картина сделана из цельной доски. Тоже, как вы вот можете заметить, здесь сердцевина. И здесь идут годичные кольца, которые очень расположены плотно друг к другу, как я говорил. Это вот хороший пример, как не надо делать все с цельной доски. Сердцевину обязательно надо вырезать из дерева. Дуб, вот он такой. Чаще всего используется для изготовления мебели. Дубовая ламель считается самой красивой и самой прочной. Из-за дубильных веществ, которые находятся в древесине, считается самым устойчивым к гниению, но он колкий. Часто, если вот уронить заготовку, вы можете получить на ней скол. Также он хорош в гнутье. Он хорошо обрабатывается маслами, лаками и прочими веществами. Но, конечно же, король гнутья, я считаю, это бук. Вот он такой. Как видите, у него есть такие маленькие
рысочки, будем называть. Он практически не уступает дубу в обработке. Хорошо гнется. Вот вы видели наверняка венские стулья. Это бук. Он, конечно же, гидроскопичен. И поэтому мебель, где есть повышенная влажность, он не годится. Это ванные комнаты, улица и прочие места, где есть повышенная влажность. Следующее дерево у нас граб. Вот он такой. У меня вот в таком бруске. Он очень похож на ясень. Скажем так, почти в некоторых местах даже неотличим. Да. Граб, он почти как и бук. Хорошо гнется, но тоже капризный в плане корабления. Он тяжелый, твердый и прочный. Далее у нас идет вяз. Вот он у меня в таком виде. Он очень тяжелый. Основные качества — это его плотность, прочность и вязкость. Также он малопористый, его практически не коробит. И, как вы видите, не трескается. Этому вот обрезку уже почти 8 лет. Он трудно строгается из-за вязкости. Также он неплохо окрашивается. Далее у нас идет очень хорошее дерево. Это орех. Вот такой он. Часто используется для отделочных работ. Он имеет красивую текстуру, как вы видите. Хорошо обрабатывается, не коробится. Также хорошо красится маслами, лаками. Хотя при такой текстуре я бы предпочел бы масло. Также вот у меня есть такая доска шелковицы. Как вы видите, тоже хорошая текстура, красивая, коричневая. Имеет недостаток в плане корабления. Поэтому их можно использовать в качестве экзотики в нашем регионе. Тоже будет неплохой вариант. Далее также у меня есть заготовка. Это вишня. Тоже красивая текстура. Скажу вам, она легко строгается и также легко колется. Тоже аналог красному дереву и других видов экзотических пород. Также вот у меня есть такая плашка ясеня. Ясень — это неплохой аналог дубу. Он дешевле, чем дуб. И порой даже слегка неотличим от дуба. Но все же отличие есть. Вот, как вы видите, он такой слегка розоватого цвета. Других видов пород у меня, к сожалению, сейчас нет. Но я про них все же тоже расскажу. Клен. Он тяжелый, твердый, прочный. Сам по себе он светлый. Но если его неправильно высушить, то он приобретает розовые пятна на поверхности. Также он слаб к гниению. Ольха практически не поддается загниванию. Она такая красно-коричневатая. И можно найти ее в строительных магазинах. Знаю я о ней мало, так как еще с ней не работал. Береза. Березового полена у меня, к сожалению, нет. Древесина твердая и очень капризная. Она некрасивая, ее коробит, она гниет, она гидроскопична. Так что, как по мне, ей место разве что в фанере. Фанера делается путем строгания древесины, поэтому у нее вот получается более-не менее такая текстура.
Также есть и другие породы, как сапелия, эбен, палисандр, махагони и прочие экзотики. К сожалению, ничего вам на данный момент не скажу, так как не имел с ними дела, да и в руках еще даже не держал. Далее мы перейдем к видам срезов древесины. Их всего три. Это поперечный разрез, радиальный и тангенциальный. Тангенциальный пропил всегда проходит под 45 градусов по соотношению к волокнам. И это его отличие от радиального распила, который идет поперек волокон. Тангенциальный распил коробит больше, чем радиальный. Ну и впрочем, это все, что нужно знать. Там, конечно, можно снимать еще не один ролик про пороки древесины, строение древесины. Ах да, и помните, доска должна быть влажностью 8-10%, о чем я говорил в прошлом видео. Спасибо всем за просмотр. До свидания.